Мы рады приветствовать вас на нашем канале «Правильное питание». Сегодня я покажу то, о чем молчат повара и диетологи. Рис– самый популярный продукт в мире. В 95% случаев готовят так, что он превращается в скрытый вред. Поставьте лайк сразу, чтобы это видео увидели другие, и обязательно досмотрите до конца. Финал удивит. Я говорю не о вкусе. Я говорю о том, как рис влияет на тело, на вес, сосуды, сахар в крови и даже энергию. Большинство уверены, если рис белый и рассыпчатый, значит все сделано правильно. Это ошибка, и сейчас я по шагам покажу, как надо, а не как привыкли. Первое, что делают неправильно, никогда не подготавливают рис. Его просто заливают водой и ставят на огонь. А ведь именно на поверхности зерен стоятся крахмал, пыль и вещества, которые перегружают поджелудочную. Народный способ простой – промывать до прозрачной воды и замачивать минимум на 30 минут. Но замачивание не просто в воде. Настоящий старый метод – вода с щепоткой соли или каплей яблочного уксуса. Так зерно просыпается, становится легче для желудка и перестает резко поднимать уровень сахара. Именно это знали наши бабушки, даже не зная слова «гликемический индекс». Второй момент – пропорции воды. Все говорят 1 к 2. Это грубая универсальная ошибка. Для длиннозерного риса одно, для круглого совсем другое. Когда воды слишком много, рис теряет структуру и превращается в тяжелую массу, которую организм воспринимает как нагрузку. Здесь кроется интрига, о которой почти не говорят. Если вы хотите, чтобы рис не вредил фигуре, воду нужно сливать после варки. Да, именно так. Старый народный способ – варить до полуготовности, слить воду, накрыть крышкой и дать дойти. Лайк прямо сейчас, дальше будет еще важнее. Третья ошибка – огонь. Рис нельзя кипятить. Его томят, как лекарство. Минимальный огонь, плотная крышка, никакого помешивания. В этот момент зерно не разрушается, а сохраняет форму и становится мягким без вреда для кишечника. Есть простой прием, который использовали в деревнях. Ложка растительного масла в воду. Не для вкуса. Масло создает пленку и не дает крахмалу выходить наружу. Рис получается рассыпчатым, легким и не вызывает тяжести даже вечером. И еще один момент, который игнорируют почти все. Рис нельзя есть сразу. Горячий рис – самый высокий скачок сахара. Правильно дать ему остыть 10-15 минут. В этот момент структура меняется, и он становится безопаснее для обмена веществ. Но есть особые рецепты с отварами трав, со специями, которые превращают обычный рис в поддержку для сосудов и пищеварения. Именно о них я расскажу дальше. Обязательно напишите в комментариях, как вы варите рис сейчас, и досмотрите видео до конца. Теперь то, ради чего многие досматривают до конца. Рис можно превратить в лечебное блюдо, если варить его не просто на воде. Народный способ – отвар лаврового листа или тмина. Он снижает вздутие, улучшает усвоение и делает рис мягким даже для чувствительного желудка. Для людей после 40 лет особенно важен рецепт с куркумой и щепоткой черного перца. Эти специи добавляют уже в конце варки. Такой рис поддерживает суставы и сосуды. Его ели в восточных семьях десятилетиями, не для вкуса, а для сохранения подвижности и энергии. Если цель – очищение организма, используют рис на отваре ромашки или фенхеля. Вкус мягкий, почти незаметный, но эффект ощущается быстро. Такой рис не перегружает печень и помогает избавиться от ощущения тяжести после еды. Важно и то, с чем вы едите рис. Самая частая ошибка – сочетать его с жирным мясом. Правильно, с овощами, зеленью или бобовыми. Тогда рис работает как источник энергии, а не как балласт. Это правило используют в странах с самой высокой продолжительностью жизни. Есть еще один старый прием – рис второго дня. Когда он постоял в холодильнике, его структура меняется, он становится менее калорийным для организма.
Разогревать его нужно медленно, на пару или с ложкой воды, без масла. Именно поэтому многие говорят: «Я ем рис, но не поправляюсь». Дело не в количестве, а в технологии. Если вам полезна эта информация, поставьте лайк прямо сейчас и подпишитесь на канал. Дальше мы будем разбирать продукты также глубоко. Рис — это не просто гарнир, это инструмент. При неправильном приготовлении он разрушает обмен веществ. При правильном поддерживает тело, дает сытость и спокойную энергию без резких скачков сахара. Я показала только проверенные способы, которые используют годами. Без модных диет, без крайностей. Все просто, доступно и безопасно. И именно поэтому об этом редко говорят. Простые решения не продаются громко. Если вы узнали что-то новое, напишите в комментариях, какой способ вас удивил больше всего. Делитесь этим видео с теми, кто каждый день варит рис по привычке, не зная, какой эффект это дает. Спасибо, что досмотрели до конца. Вы на канале «Правильное питание». И мы рады тем, кто выбирает осознанный подход к еде. Поставьте лайк, подпишитесь и нажмите на колокольчик. Впереди еще много простых истин, которые меняют здоровье.